Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в работе Volvo S60. Вместе с вами попробуем поменять задние пружины. Также на этой машине год назад устанавливались автобаферы. И мы как раз все снимем, посмотрим состояние автобаферов и сделаем некоторые выводы. Приступаем. В первую очередь откидываем спинку сиденья, снимаем полку пола и боковую облицовку или звукоизоляцию. За спинкой сиденья крепится вот такой вот клипсой облицовочка. И теперь у нас открылся доступ к центральной гайке верхнего крепления амортизатора. Для снятия верхнего крепления амортизатора нам понадобится ключик на 18 накидной и торкс. Чтобы подобраться к пружине, снимаем суппорт весь в сборе. Также сниму автобафер, потому что он не даст сдавить пружину. Ну и насчет датчика АБС я пока не уверен. Если он пойдет, пойдет. Не пойдет, рвать не буду. Попробую аккуратненько, чтобы его не задеть. После снятия суппорта откручу нижнее крепление амортизатора. Вниз сниму амортизатор, вытащу. И уже буду придумывать, как сдавить пружину и извлечь ее. Переживал за датчик АБС, а он спокойно снялся. Болт вообще в идеальном состоянии. Итак, друзья, начались первые сложности. А сложность заключается в том, что мои сжиматели пружины сюда не лезут. То есть они вообще сюда не подходят. Очень мало места. Вида говорит о пневматическом специнструменте, который сжимает пружину. У него удлиненные рычаги. То есть он используется в стороне и большими рычагами схватывает и сжимает пружину. Но зато у меня есть большой гвоздодер. И сейчас я попробую поставить сюда домкрат, сдавить немножко рычаг, надавить его вниз, более освободив пружину, и просто выдернуть ее. Сильно рычаг давить нельзя, чтобы не повредить сайлентблоки, но немножечко, сантиметров 5-7. Можно попробовать. Итак, чтобы снять пружину, я смог подобраться только до одной стороны. Сдавил ее наискосок и здесь поддел монтировкой и выдернул.
Ну и пришло время поговорить о автобафере, который стоял на машине. Вот его состояние. То есть он нигде не порвался. Вот они, немножечко приплюснутые у него вот эти отверстия от сжатия. Но он совершенно не деформирован. Вот крайний и вот крайний так вот деформировался. А сам весь нормальный. Автомобиль с этим автобафером отъездил год. Чуть-чуть сейчас больше года. Год там и неделька. Но я специально ждал, чтобы был ровный отрезок годовалый, чтобы можно было о чем-то говорить про этот автобафер. Сразу хочу внести ясность и понимание. Я ни в коем случае не призываю всех броситься сейчас ставить эти проставки в пружины. Правильно это произвести замену пружины. Но сколько людей, столько ситуаций. Жизненных, финансовых и так далее и тому подобное. Поэтому каждый человек должен принять решение для себя самостоятельно. То, что он убивает пружину, как многие мне писали, да, скорее всего, да. Все-таки пружина работает нештатно, неправильно идет сжатие межвитковое. Но, тем не менее, на этой машине за год ничего не произошло, а машинка эксплуатировалась ежедневно практически. То есть в месяц, может быть, день или два она только не ездила, остальные дни она все время была в поездках. Ничего не произошло. Очень много критики было гневной критики, писали мне на почту. Некоторые товарищи пытались гадости писать, но блокировка на YouTube работает шикарно. И сам бафер, вот она, китайская модель, которая, я считаю, самым достойным образом выстояла этот год. Повторюсь, правильно это поставить пружины. Что ж, с автобаферами тему можно закрыть, ну а нам с вами предлагаю попробовать все-таки установить новые пружины на место. Немножечко новая пружина выглядит длиннее, сантиметра на 2. Теперь остается эту пружину поставить. Здесь не смог я схватиться за верхний виток по одной простой причине, что в этой пружине сверху одевается буфер, который идет наверх. И мне его будет не одеть. Здесь тоже идет резинка, но я уже здесь не переживаю, потому что когда отрежу, я выдерну ее. Она лежать будет на этой поверхности. Ну вот, в общем-то, все. Нужно идти и пробовать ставить. Вот здесь, где виточек становится в чашку, до выступа должно быть 1,5 сантиметра, 15 миллиметров. В данном случае виток почему-то вообще на выступе стоял где-то на сантиметр, вот так. Так машина и ездила. Должен он быть вот к выступу и немножко отойти от него на 15 миллиметров, на 1,5 сантиметра. Вот из-за этой проставки резиновой я не мог сдавить пружину как следует. Пружина стоит на месте. Возвращаю на свое законное место датчик АБС. Ставлю на место скобу, и я тоже снимал, чтобы не мешалось при снятии пружины. Суппорт обязательно подвешиваем на проволочку, чтобы не навредить.
На этом, дорогие друзья, наш ремонт подошел к концу. Мне хочется пожелать вам легких ремонтов и сказать вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего вам и до новых встреч!